Здравствуйте, товарищи! Мы с вами на «Авроре», в студии Роман Шахов. И у нас на связи геостратег Андрей Школьников. А это значит, что у нас в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем вас. День добрый. И, соответственно, сегодня мы хотим поговорить, немножко отойдем в сторону от геостратегии и вообще от таких глобальных проблем. Хотя, опять же, тема, которую мы хотим сегодня обсудить, наверное, тоже во многом глобальная. Про литературу немножко поговорим. Вы знаете, за последнее время я обратил внимание, не сказать, что внимательно наблюдал, но, тем не менее, все равно какие-то вот детальки наблюдаю, которые меня радуют. Сейчас появилось, я не могу назвать это трендом, я не могу это назвать такой вот, что ли, серьезными изменениями, но я обратил внимание, что у молодежи стало чаще появляться в руках книги. И не книги какого-то бульварного чтива, а книги достаточно любопытные. Причем именно художественные. Я сейчас не говорю про публицистику, хотя и публицистика тоже есть у молодежи в руках. Причем именно печатные издания. Мне это очень нравится. Я не могу сказать, что я вот рад, горд этому обстоятельству, но мне кажется, что это неплохие такие наблюдения, потому что я всегда предпочитал и предпочитаю настоящие, реальные книги. Электронные книги как-то мне не особо заходят, но начнем с того, что стал я гораздо меньше читать, чем читал в юности и в таком более, что ли, зрелом возрасте. Сейчас уже читаю, если читаю, то публицистику, но могу с гордостью сказать, что сейчас я читаю книгу, которую все из вас прекрасно знают, а я, к своему стыду, ее не читал. Сейчас стараюсь вернуть... Но, Андрей Юрьевич, ну зачем же так? Тем более кино, «Приключения Колобка». Да, новые приключения Колобка. Давайте уж сразу. Третья часть. Нет, «Похождение бравого солдата Швейка» я читаю, потому что я много слышал об этой книге. Об этой книге мне говорили родители, старшая сестра, там, двоюродные сестры. Много кто мне говорил. И сейчас люди, которые меня окружают, тоже время от времени как-то возвращаются к ней, цитируют из нее что-то. И я думаю, пора бы уже, в принципе, взять, прочитать. И пока я только начал читать, и пока то, что я читаю, конечно, я в шоке от того, что Ярослав Гашек написал. Я так понимаю, что дальше там будет еще интереснее и даже страшнее в какой-то степени. Но пока то, что я уже прочел, это, конечно, отдельная тема. Так вот, по поводу литературы. Андрей Юрьевич, есть ли у нас сейчас классики, есть ли у нас, на ваш взгляд, возвращение к каким-то истокам или попытка возвращения? И вообще, нужна ли сейчас в эпоху великих и грандиозных технологий действительно живая, настоящая классическая литература, будь то классика 18-19 веков или классика советской литературы? Что уже могу сказать? Надеюсь, камин-аутов больше не будет. Сегодня по поводу прочтения или нечтения книг. «Похождение бравого солдата Швейка», она чем великолепна книга, то, что ее можно читать с любого места. Она замечательно подходит, когда вам нужно перед сном прочитать несколько страниц и спокойно заснуть. Не в телефоне, не в экране, не мусор какой-то, а вот просто положить рядом на тумбочку «Похождение бравого солдата Швейка» или рассказы о Генри. И замечательно. Ильф и Петров. И вот это, собственно, вещи, которые помогают очень хорошо уйти в мир сновидений, приятно, легко, действительно являясь классикой. По поводу, соответственно, что есть классика. Когда мы говорим о художественных произведениях, книгах, это художественные произведения, произведения искусства. И к ним применим весь набор категорий, которые мы определяем, что произведение искусства является художественным. Да, сейчас это четко уже устоявшаяся конструкция художественного произведения. На самом деле художественность – это не просто.
некая проза, некое описание жизни. Нет, это очень серьезная категория, очень важная категория именно с точки зрения искусства. Поэтому давайте попробуем посмотреть, что у нас входит именно в произведение искусства, которое считается работой старых мастеров. Первое, с чего мы начинаем, это такая категория, как мимесис. Это Аристотель. Собственно, если самый упрощенный момент, это природоподобие. Не реализм, не натурализм повествования, а природоподобие. Нам здесь важно, да, понятно, что если изначально это шло передача, отображения картины, которая является того, что мы наблюдаем, причем давайте понимать, что правдоподобие, условно, когда в античности в рамках там греко-римской цивилизации изображали богов, но они были правдоподобны. Они были естественны, они были понятны. Вот так, как есть. Были в соответствии с законами. И вот это вот отражение нашего понимания природы, оно очень важно. И по сути оно существовало, например, в произведениях, ну, в живописи до, до импрессионизма. То есть импрессионизм уже переставал быть природоподобен, он уже становился именно передачей эмоций. То же самое в книгах. Классика, которая там вот библиотека современная, там классика и современников, советское издание. Те вещи, которые мы считаем классическими, они сложны, связаны, логичны. В них нет какого-то гротеска, нет антиутопий. При этом речь идет не только о повествовании историческом, речь идет о хорошей фантастике, она тоже правдоподобна. Мир Толкиена, он очень логичен, в него просто внесены некие дополнительные законы, и дальше он построен. Хорошие фантастические романы, в них изменены законы, и дальше он естественен. В нем не происходит бутафории, не происходит резких переходов. Для понимания хорошего, качественной вещи, но не являющейся правдоподобной, и классики, ну, тоже неправдоподобной на самом деле, это, ну, осень патриарха Маркеса. Мир. Не совсем логичные переходы. Да, в них, собственно говоря, то есть они непривычны нам. Всевозможные утопии, антиутопии. И получается некий парадокс. Описание фантастического мира может быть соответствовать мимесису, а описание какой-нибудь городской среды, всевозможного, то есть вселенной Марвела, они уже ей не соответствуют. Потому что люди принципиально другие, противоречивые, картонные, неправильно себя ведущие, с измененной природой человека. Мы меняем аксиоматику и начинаем от нее создавать мир. А здесь он урезан. Здесь он маленький, лаконичный. Но если вы начинаете прописывать существование мира, который, например, с точки зрения технологий не может существовать, разделение технологий очень маленький, описание маленькой, там, ну, условно, 10 тысяч человек, живущих тысячелетиями, обычных людей, тысячелетиями на маленькой планетарной станции и обслуживающей ее всю. Ну, это противоречит законам. Нельзя нарушать
Но если изначально мимесис подразумевал все-таки подобие внешнее и внутреннее, то мы сейчас говорим о том, что, друзья, ну законы термодинамики нарушать нельзя в описании. Они универсальны. Да, вы можете магию вводить, но она не должна противоречить термодинамике. И, в принципе, много книг, которые этому соответствуют. Книги, которые стали будущей классикой, хорошо написаны, они тоже логичны. Да даже добротное ремесло. Оно соответствует месяцу. Следующая категория, которая нам важна, опять же, будем говорить в аристотелевском понимании, это катарсис. Сопереживание, очищение, освобождение. Собственно, оно должно быть. Для чего мы это все читаем? Для чего мы общаемся, ну, как бы мы тратим время на эти суррогаты жизни? Книги суррогат, плюс положительным знаком, но суррогат. Нам нужно сопереживание, катарсис, воплощение. Без него нет. У хорошей книги оно должно быть. Одно из ключевых отличий массовой литературы от хорошей, вот то, что вот печатаются, вот у массовой литературы нету катарсиса. Сопереживание. Ты начинаешь читать, ты не чувствуешь его, откладывай. И эти вещи не взаимосвязаны. Постмодернистская литература может быть замечательно наполнена именно эмоциональными вещами. Давать в этой бутафоре, в этих сложных моментах четкое понимание того, что есть. Да, мир нелогичен, но он великолепен. Собственно, тот же Прилепин, ой, не Прилепин, господи, Пелевин. Пелевин, да, это классическая постмодернистская литература. Мир искажен, базово искажен, серьезно искажен, но он дает катарсис. Игра написания постмодернистской литературы, она непроста. Сам процесс сложен, необычен. Он требует прохождения по тонкой грани, когда, с одной стороны, у человека не вызывает отторжение происходящий мир, а с другой стороны, он притягивает. Но когда ты читаешь, и ты понимаешь, что это не жизнеспособно, когда ты понимаешь некие законы соотношения, там, принципы, ну не может главный злодей после того, как главный герой в течение полстраницы несет ему какую-то ахинею, прочувствоваться и стать добрым, реально поменяться. Он до этого жил в этом мире, а тут он по щелчку взял и поменял все сцены. Вот просто из-за речи. Причем хреновой. Это, собственно говоря, нарушение как раз месяца. Всевозможный литературный авангард. Разные варианты там артхауса в литературе, то есть не массовая литература. Они все равно должны давать катарсис. Сопереживание, освобождение, без него никак. Дальше важным элементом является эстетика. Это может быть эстетика как ну, вообще изначально это пошло, это Поликлет в скульптуре. Это Витрувий в архитектуре. Ну, это пифагорейские соотношения, поиски смыслов, поиски идеальных пропорций. А дальше это все стало глубже. Перешло не просто в числовое соотношение, а в гармоничность, согласованность пропорций. Да, если мы возьмем какой-нибудь канон, дарийский, ионический, каринский,
то там четко вот есть соотношение. То есть почему так легко восстанавливают храмы там, древнегреческие, римские, там с тосканским каноном тоже. Есть понятные соотношения. У тебя есть основание колонны, ты можешь четко посчитать, какая будет, исходя, сколько оснований в высоте, сколько, соответственно, в других разных элементах ты его установил. Ты понимаешь, в каком каноне построено здание, ты можешь его практически по маленькой части, ты можешь его восстановить. В современном мире такого нет. Как бы такой четкой расчетных вещей нету, но гармония должна быть. Эстетика именно в гармонии, в соотношениях. Ну, гармония желательно должна быть всегда, в любое время, в любые времена. То Вот есть практически стремиться все. к ней надо. Ну, если это не авангардная вещь, собственно, особенность литературного авангарда – это отказ от… Особенность любого авангарда – это отказ от эстетики. Начиная, ну, просто художественно, это более-менее понятно. Ну, тоже верно, да. Наверное, да. Это особенность его, собственно говоря, оно так и было построено. Это был отказ, понятно, от природоподобия, отказ от эстетики с сохранением катарсиса. Вызов, да, Должен был вызов эффект. А дальше у нас третий определенный. момент – это уникальность. Произведение должно быть уникальным, талантливо написанным, гениально. То есть то, что никто никогда не писал, или то, что никто даже подумать не мог. Последнее сделать не получится. Гении в литературе, ну, друзья, в литературе менее полусотни сюжетов. Классические. Они примерно, ну, сопоставимы с 31 типом субъектного поведения русской народной сказки Пропа. Но когда мы начинаем смотреть, ну да, все более-менее понятно. Золушка, граф Монте-Кристо, три мушкетера, ну и далее по списку. Ромео и Джульетта. Вот они. А дальше начинается их комбинация, их описание, их привязка к реальной, к действительности, к особенностям. Попытки найти нестандартное мышление, эстетика в описании, хороший язык, глубокие персонажи. Вот это вот создает уникальность. Гениальная уникальность – это придумать новый сюжет. Не комбинацию старых. Того, что никогда не было. Ну, друзья, их очень малое количество. Там для детских книг еще меньше. И пятый важный момент – это мемориальная функция. Цитаты. То, с чего, Роман, вы начали, то, что цитирование, Швейк, много кто говорит. Да, вот оно. Да, «12 стульев» тоже цитирует бесконечно, и «Золотого теленка», и О. Генри тоже цитирует очень много. Да? Ну, это более знающие Классика, люди, любая конечно. классика, да, как раз элемент классики в том, что она уходит в цитаты. Она становится частью культурного пространства, и по этим мемориальным конструкциям мы, по сути, узнаем свой-чужой. Правильно ли ты книжки в детстве читал или нет? Или ты шпион, который не читал этих книг и не понимает вообще, откуда берется? Детские какие-то артефакты, передачи, фильмы, то есть вот он откуда берется. И вот классика – это сочетание всех пяти функций. Мимесис, катарсис, эстетика, уникальность, мемориальная функция. Вот все пять есть. Это классика старых мастеров. То есть она понятна, она универсальна, она была уникальна. То есть это, грубо говоря, первые вещи, которые так написаны. Да, понятно, что до там, Ромео и Джульетта, кровь, любовь, кто только не писал.
Там от нас, начиная там от Дафни с Хлои и пошло, называется, до современности. Вот просто, ну, практически все писатели к этой теме обращались в том или ином смысле. Что до нас дошло. Но это сделано так, собрано, что вот мы понимаем сюжет здесь Ромео и Джульетта, а не как-то еще. А не Вася и Маша. И сделано, исполнено в сочетании. Далее у нас, как говорится, не всегда бывает то, что есть. Тоже, как называется, всевозможные утопические, антиутопические вещи. Тот же Маркес, он классический, он известен. В нем есть все, кроме месяца. И это не так уже просто, но это, да, тоже можно как рассматривать как классика, но понимаешь, что это немножко другая классика, не старых мастеров, условно. Требующая понимания. Некий абсурд, переход, гротеск, то есть вот это вот нарушение логики. Но все остальное там есть. Есть произведения, которые, ну, например, не обрели еще мемориальную функцию. Не стали культурным кодом аудитории, там, русскоязычной аудитории, там, англоязычной аудитории и так далее. Но они все остальные функции выполняют, мы понимаем, что со временем они и станут. Вот первые 4 категории должны быть исполнены. А вот если взять Пелевина, Андрей Юрьевич, вот это авангард, это, ну, или постмодерн. Это не авангард, это постмодернистская литература. Постмодерн скорее, да. Но его, кстати говоря, достаточно часто цитируют. Да, При он всем обрел, при том, что он он обрел жив-здоров. мемориальную функцию. Да-да-да, это другой вариант. Ну, давайте так. Импрессионизм сейчас тоже считается классикой. Ценится. И первые основатели школ авангарда различных, основатели, те, кто это придумал, те, кто создал, они были гениальны. А вот те, кто дальше начал копировать, не понимая, что это было, не понимая этой сложности концептов, ну, вот они есть и есть. Каждой нет идеального формулы серии, вот литература должна быть такой. У каждой своя аудитория, свое понимание. Но мы должны четко понимать, что, ну да, полноценный класс, ну, такой, уровня того, что у нас там 19 века, золотого века русской прозы, ну, назовем ее так. Нет, это не будет, это будет другое. Значимое, важное, но это другой подход. Сейчас, в данное время, у нас классика есть? Неважно, русская или, может быть, мировая какая-нибудь. Есть ну, сейчас жанры меняются. Очень сложно сделать что-то новое. Гениальное, то есть то, что раньше приводило к созданию нового сюжета, нового какого-то жанра, это все перебрано. Есть вещи, которые очень талантливы, которые интересны, которые сложны. Причем это не популярное раскрученное. Здесь очень тяжело без начитанности, что является самоценным, что является вторичным. Слушать, как писатели друг друга поливают грязью, как критики соревнуются. А критики, как правило, это неудавшиеся писатели. Ну, как Те, кто попробовал, не кинокритики или получилось. театральные критики, да, Да. неудавшиеся, по большому счету, актеры. Крайне редко кто идет в кинокритике изначально, не пробуя там чего-то другого. Поэтому, друзья, вот 5 категорий мы сказали. Сами для себя оценивайте, есть ли. Если они есть, если вы понимаете, что или оно будет, или оно ценится, да. Если вы понимаете, что чего-то нет, это уже на уровень полноценной классики. Да, это будет, ну, скажем так, другой вариант, ну, как импрессионизм, как авангард. Но это будет не идентично тому, что было. Далее у нас бывает много книг, такое классическое добротное ремесло. Есть мимесис, есть катарсис, есть эстетика, и ни хрена нет уникальности. Вообще нет. Про реальную функцию молчим.
Вот абсолютно большинство книг, которые мы читаем, они вот оттуда. А для литературы ценное — это три категории. Вот художественность — это три категории. Катарсис, эстетика и уникальность. Может не быть мимесиса, может не быть мемориальной функции. Но катарсис, эстетика и уникальность должны быть для того, чтобы это было литературой с большой буквы. Художественность. Не художественная литература, а художественность книги, как произведение искусства. Я понимаю, что тут игра терминов, но в русский язык оно так вошло. Катарсис, эмоциональная, эстетика, уникальность. Вот. Поэтому, да, Пелевин, да, ну, художественность есть, да. Есть, да. У немассовой литературы то же самое все бывает. Ну, не стала она, не пошла в народ, нет мемориальной составляющей, но она художественна. А есть хорошие книги, которые читаешь, запой, которые составляют эмоциональные, но они, сволочи, вторичные, третичные. И нету даже захода на шедевр. Изначально автор не ставит себе задачи сделать шедевр маленький, не претендует на него. Шикарный язык, замечательный сюжет продуманный, описание. В обычной прозе, ну, там, как правило, все-таки пытаются сейчас формами играть. Какой-то социальный вызов искать, еще какие-то вещи. В фантастике. Ну, давайте так. То, что мы называем старыми фантастами, вот это вот с точки зрения, ну, за счет того, что они первые, да, первые это написали. А многие вещи сейчас бы, если бы написать сейчас, вот взять и переписать сейчас то, как написано старое там произведение, мы бы сказали, что это добротное ремесло. Уникальности нет. Когда ты был первым, да, сейчас нет. Андрей Юрьевич, Новые сейчас миры красивые. сейчас и с ремеслом-то проблемы. Мы говорим про Конечно. уникальность, это да, это к Сейчас высоким уже идет массовая материям. литература. Массовая литература строится на мимесисе и эстетике, то бишь гармонии. Там написано правильно, хорошо, соблюдены пропорции. Слова, каждое слово в предложении начинается с новой буквы. Ну, это мы, называется, уж берем вверх, называется, требовательность, чтобы не было повторов. Еще какие-то инструменты. Да, оно написано, но в нем нет души, то самое освобождение. И оно вторично. Вот весь этот ширпотреб, вот эту вот жвачку, которую там, сотнями тысяч издают, вот оно такое. Все детективы ни о чем. Они под копирку. Поэтому начинают брать литературных негров. А сейчас нейросети. Освой язык такого-то и будь добр. Массовую литературу. Вперед. Все вот эти вот громадные называется, десятки томов. Мыло. Вот оно. А бывает, что вообще ничего нет в литературе. Поэтому, друзья, важно, чтобы был хотя бы вот художественность. Эмоциональное очищение, гармония, эстетика и что-то новое. А вот дальше уже в зависимости от того, если это есть, хотя бы до этого можно идти. Это может уже пойти в народ. Это может пойти в народ как через природоподобную, так и даже без нее, ну это тяжелее. Всевозможное реалистическое, ну, когда мы, например, смотрим описание Великой Отечественной войны, книги по Великой Отечественной войне, и сравниваем то, что сейчас пытаются писать,
Единицы хотя бы на том уровне тянут. Потому что, как правило, даже литература, журналистика. Это разные жанры. Художественная литература с нервом, с героями, со сложностями. А мы выдаем описание или описание. Пошел, сказал, сделал. А где внутреннее мышление? Где страдания? Где попытки понять? Ничего нет. Ну, Нейросеть не наверное, генерила. наверное, Всё. не нужно, да, наверное, Ну, и как не, это как не... жвачка. Поэтому часто берешь книжку современную, начинаешь смотреть. И чувствуешь не твое. Ну, собственно, вот мы прошлись критерии, которые дадут вам понять, почему у вас такое подсознательное ощущение возникает. Почему есть книги, которые захватывают на уровне литературы, которые просто уводят, и ты ночь не спишь, не можешь оторваться. А есть книги, которые пятая страница, дочитал, откладываешь, сидишь, смотришь, блин. И думай, что мне хочет сказать автор, какие будут моменты, что я уже вижу. И ты понимаешь, что ты через силу уже дочитал эти страницы, 5 страниц, откладываешь, забываешь все. Не надо насиловать свой мозг дрянной литературой. Сделайте паузу и представьте, что вы читаете, что в ней есть уже. Если там уже с самого начала картонные персонажи, если с самого начала в одном человеке смешиваются не связанные вещи, ну, не надо. Книга может быть авангардной, книга может быть постмодернистская, может быть сложно еще что-то такое. Но тогда вы понимаете, что вы читаете. Если вы читаете гротеск, вы понимаете, что это, да, гротеск. И тогда, извините, примеры, почему это не жизнеспособное описание? Ну, потому что изначально это гротеск. Тебе может нравиться, может не нравиться, но должен понимать, как это работает. Дальше не читай, не нравится. Но предъявлять к бульварным романчикам, что там нету глубокого сопереживания, а есть только забитое время, ну, извини, ты сам эту гадость взял читать. Так что учимся, друзья, оценивать, что мы читаем. Вот, Обходить совершенно, жемчужины. совершенно справедливо. Действительно, друзья, читаем. Вот те, кто забросил чтение, рекомендую возобновить. Может быть, не сразу в диких объемах, но потихонечку возвращаемся. Я помню, когда я читал в детстве и в юности, хорошие были ощущения, и какие-то эмоции были разные, и чего-то ты познавал, о чем-то задумывался. Потом как-то это стало все меньше и меньше. Сейчас стараюсь себе это ощущение вернуть. Получится или нет, не знаю, посмотрим. Но, по крайней мере, бравый солдат Швейк в этом, по крайней мере, мне помогает. А вот дальше уже посмотрим, к чему вернемся. Кстати, все те писатели, которых мы сегодня перечислили, и Ярослав Гашек, и Ильф и Петров, и О. Генри, это достаточно ироничные писатели. Это, в них очень много иронии, в них много, по-нынешнему говоря, троллинга. И читаются они очень легко на самом деле. С другой стороны, есть Федор Михайлович Достоевский. Это сложнейший писатель, и не каждый может его осилить, но от этого он что, становится менее цитируемый? «Красота спасет мир». По-моему, это выражение знают все, а это именно Федор Михайлович Достоевский. И таких фраз можно у нашего гения найти множество. Но, тем не менее, все равно чтение – это хорошая штука, ребят. Поэтому давайте будем возобновлять то, что, наверное, во многом утеряно сейчас. Надо это возвращать. Это была передача «Горизонты будущего» с Андреем Школьниковым. Андрей Юрьевич был на прямой связи с нашей студией. Спасибо большое Андрею Школьникову за сегодняшний эфир. Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова и подписывайтесь, конечно же, на информационное агентство «Авроры», канал «Точка сборки» и помогайте нашей студии, чем можете. Ваша помощь для нас очень важна. Меня зовут Роман Шахов. Увидимся, услышимся, смотрим.
наблюдаем, анализируем и возобновляем чтение. Всего доброго и всех благ. Всего доброго, друзья. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.